Всем привет из Ирландии. Не всем нравится Ирландия. И вот такая вот семейная пара, которая переехала, сбежала в Псков с Ирландии. То есть литовец и полячка. У них 4 детей, она беременна 5-м. И вот они бежали просто в попыхах. Они просто в шоке от того, что творится в Ирландии. Просто прожив столько здесь лет, и потом оказалось, у них глаза только потом на 5-м ребенке открылись. То есть это очень прикольно, интересно. Давайте сейчас мы посмотрим интервью вот этих прекрасных людей. И потом, конечно, этот кринж, да, обсудим, потому что у меня других слов, кроме улыбки, нету. Я же живу в Ирландии больше 3 лет, у меня тоже есть ребенок, и я живу как бы с людьми, у нас комплекс, да, на крыше, и с разными национальностями. У нас там и литовцы, латыши, украинцы, поляки, хорваты, болгары, ирландцы в том числе, да, и вьетнамцы, и черные, да, их там 2 или 3 семьи, я не знаю, с каких они стран именно. То есть, и как бы у многих дети, я вижу, что как кто воспитывается. Есть люди, которые не слишком следят за своими детьми, но при этом ничего не происходит. То есть, значит, эти ребятки где-то подзалетели, где-то что-то сделали не так, и у них детей изымали по законным причинам. Давайте, короче, смотреть, открывайте чаек, кофеек, либо сок и взирайте на вот этих вот вселенского масштаба долбоебусов. Полетели. Совершить бегство, чтобы спасти семью и еще нерожденного ребенка. Драматичная история супругов из Ирландии, у которых там забрали 4 старших детей. Надуманные поводы, сфабрикованные дела, суды не помогли. Женщина сейчас ждет 5-го ребенка. Ради него и решили бежать через несколько границ в Россию. Литовец с русскими корнями и полячка. Теперь они новые жители Пскова, уже в безопасности. И рассказывают шокирующие подробности, как в Европе разлучают семьи, передают детей нетрадиционным парам, втайне от родителей пичкают подростков гормонами. Супруги, говорят, столкнулись с настоящим беспределом. Меня отделили сразу, 3 офицеров напрыгнули на меня. Она кричит: Игорь, они пробуют, они ребенка забирают, кричит, плачет. И я пробую рваться до этой кухни. Один мне за шею там взял, другой одну руку закрутил, другой. У них есть клиенты, если можно так выразиться, среди людей, которые не могут иметь детей. Для них это своего рода бизнес, так что я полагаю, что я являюсь легкой добычей. Ну что, как вам такая сказка на ночь, а? Сейчас набегут, напишут. Тусло тут и правда в Ирландии изымает, берет. Ребята, нету идеальных родителей нигде. Но я скажу так, то отношение, которое к детям происходит в Ирландии, в этой стране, это офигенное отношение. По сравнению с тем, что я видел в Украине, что детей только когда уже при смерти они там, то есть, когда там уже их так избивали, либо так там не кормили, то есть у нас в Украине, чтобы изъяли ребенка, должно быть вообще, просто в прямом смысле ребенок должен на грани быть смерти. То есть вы считаете, что нужно до такого доводить ситуацию? Нет, нужно всегда действовать на опережение. И здесь так, я не оправдываю Туслу, может быть где-то она и не права, и может где-то слишком жестко перегибает. Но я повторюсь, теперь давайте мы обсудим, что сказано. Какие-то гормоны. Впервые вообще про это слышу, чтобы в Ирландии была какая-то гормональная программа. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Этого я никогда не слышал, не видел ни от кого. Нигде это не написано, нигде я такого на слуху у меня не было, нигде. Пишите, если так. Может быть, ребята реально правы, да, но как мне кажется, они мерят просто полный бред, то есть они просто спетляли, мне кажется, по какой теперь причине, да, мне кажется, ребятки просто либо в долгах, как в шелках, это первое, может там муженек игрок в казино или в ставки на спорт и много долгов, да, знаете, когда много долгов, то это значит какие-то, может быть, ребятки любят к рюмке, да, приложиться, тоже вариант. Либо люди воспитывают своих детей не слишком в правильном русле, то есть крики, может быть, избиения и так далее. Вы понимаете, что просто так, они уже, да, у них 5-й ребенок, то есть 4 ребенка там, что-то там того изымали, забирали, тут просто так не будет это делать. Значит, была жалоба, значит, в самом садике, либо в школе увидели какие-то синяки, какие-то побои, какие-то рассказы.
Просто так с бухты-барахты, вот так вот, к вам не придут. Кто-то скажет, ну 20 дней же, если отсутствуешь в школе, то все, вам сразу вас ставят на учет в Туслу, к вам приходят. Ничего подобного. Просто максимум могут вам позвонить, либо максимум прийти, и все. То есть, если у вас есть все справки, которые подтверждают, что вы отсутствовали в рамках того, что ребенок там болел, да, и так далее, то ничего с вами не будет. Это нормально. Как это? Ребенок должен всегда посещать. Если он болеет, пожалуйста, берите справку у доктора, обращайтесь к нему, и все это в легальном поле. То есть я не понимаю, ну, вот эти вот заявления, которые, эти прекрасные люди, очаровательные, да, которые жили столько лет в Ирландии, а потом, ты что, какие-то офицеры загибают руки, изымают какие-то опыты, какие-то гормоны разделяют, отдают, это у них бизнес, говорят, то есть забирают типа детей у нормальных семей и передают нетрадиционным семьям. Ты шо, это целый бизнес, это просто вообще, я так скажу, может они и передают, да, каким-то нетрадиционным парам тех детей, которых изымают, но так это все в рамках закона, это не специально, что одним геям и лесбиянкам раздают здесь детей налево и направо, это неправда. Вот понимаете, когда ты видишь вот эту пропаганду, которую они сняли, это тупо пропаганда чистой воды, просто. Люди сколько лет жили в Ирландии, кайфовали, потом что-то пошло не так. Это 100% просто пошло не так. Люди просто начудили здесь конкретно. И потом просто вот так вот, да, по горячим следам, с помощью горящих тапок, да, что аж сверкали их пятки, быстрее все, куда, того же сейчас поедем в матушку туда, вот в Парашку, чтобы нам дали убежище, потому что там только и ждут вот эти все новостные их программы, чтобы у таких вот людей ты что, снять, обсосать, все это показать. На Первом канале такой бред показывают, просто сивой кобылы. Я официально заявляю, я живу в Ирландии больше 3 лет, и я такого не видел, что они имели, что просто изымали. Я повторюсь, я живу, да, с многонациональными, ну, то есть у меня, да, мы живем на крыше, у нас 30 или 29 квартир, и у нас все, я видел, как, кто, да, я не буду называть национальности, кто как к кому относится, и крики, и плач, и дети, там, многие ходят немножко, да, как не то, что беспризорные, они их на улицу выпускают, не смотрят там и рисуют, и кидают камни туда и сюда. Никто никого не сдает за такие мелочи. То есть нужно что-то сделать конкретное, чтобы к вам пришла Тусла здесь в Ирландии. Не просто так. То есть если есть какие-то жалобы, то тогда, конечно. Но жалоба должна не просто так быть. То есть крики, если плачет постоянно, да, слышно, что родители кричат в свой волуми, да, звук свой не приглушают, а именно орут как резаные. То есть это первые звоночки, синяки, постоянно пропускают школу, неопрятные, грязные и так далее. Это что, не звоночки? То есть я считаю, что это все-таки семейная пара где-то пошла по кривой дорожке. И просто они вляпались в какую-то реальную жесткую ситуацию. И от этого пришлось просто петлять с Ирландии быстро-быстро. А понимают, что та же Польша, та же, да, Литва, это Евросоюз, что могут, да, туда передать все данные, все папочки, все документики, и что там их могут тоже настичь правосудие, да, так как они, походу, очень недобросовестные родители, то они решили куда спетлять? Туда, откуда нет никакой депортации, там, где пофигу на все те дела и документы, которые есть на эту пару в Ирландии. Я считаю это так, потому что они могли уехать просто в Польшу, в Литву. Почему нет? Почему они побежали в Псков просить, да, убежище? Теперь им там дали квартиру, все их там обсасывают, они удивились, еще и машину дадут, еще и бабла сверху дадут, чтобы они еще 3 вот таких вот пропагандонских интервью дали. Так что, ребята, я считаю, что это полный бред, что они несут. Ирландия отличная страна для детей. Здесь реально все делается для детей. Насчет подростков это же другой разговор. Подростки здесь, да, немножко неконтролируемые. И я считаю, что их тут надо, конечно, немножко законы изменить. Насчет подростков. А насчет обычных детей, здесь отличные садики, отличные школы, вообще кружки и все остальное. И отношение вообще самих ирландцев к детям очень классное. Но везде есть исключения, везде есть люди плохие и родители плохие, то есть все это есть. Но вы понимаете, да, в процентном соотношении, например, там, сравнить статистику там Украины, да, и Ирландии, это просто небо и земля, и отношения само в школах. То есть минусы есть тоже, но больше плюсов, чем минусов, вы понимаете? То есть пишите в комментариях ваше мнение.
правы эта прекрасная пара или нет. Либо в Ирландии все так плохо, ужасно, как они говорят. Просто чуть ли опыты тут не делают над детьми, понимаете? То есть пишите правду, как вы считаете. Я высказал свое мнение, что ребятки просто здесь начудили, где-то затупили очень сильно, где-то пошли по кривой дорожке, вошли, возможно, не в ту дверь, да, и вот теперь они из-за этого как бы, ну, пришлось им бежать из Ирландии. А так Ирландия прекрасная страна с прекрасным отношением к детям. Так что давайте смотреть правильные новости и вообще немножко думать, то есть мышление свое развивать, понимаете, мышление. То есть, когда вы видите такие вот ролики, нужно все перепроверять, нужно смотреть реальные кейсы, а не те люди, которые бежали, понимаете, даже они сбежали с Ирландии не в свои страны, а дальше, потому что это сразу, знаете, наводит на такие вот вопросики. Ребята, а все у вас ли в порядке точно было? Точно что-то не так в Ирландии? А может что-то с вами не так? Так что как-то так. Всегда на связи, держу в курсе.